Здравствуйте, друзья! Вы на канале Дом и Сад, меня зовут Александра. Если вы смотрите это видео, значит стоите перед дилеммой. Нужно ли посынковать и обрывать листья у низкорослых или, как их еще называют, детерминантных томатов? Как правильно посынковать детерминантные или низкорослые сорта томатов? Какой пасынок оставлять, а какой удалять? И как формировать низкорослые томаты в открытом грунте? Посынкование и формирование низкорослых томатов – это актуальная тема для огородников. Многие привыкли выращивать томаты по старинке. Посадил рассаду, полил, подкормил, дождался урожая и собрал. Но благодаря интернету специальные знания, в том числе и о выращивании помидоров, которыми раньше владели разве что специалисты, стали доступными для широкого круга общества. У меня был хороший опыт передачи навыков посынкования моей маме. В один из приездов в отцовский дом на грядке я увидела жирующие помидоры, обрастающие листовой массой. У мамы на огороде хороший жирный грунт, богатый питательными веществами. Я предложила ей пропосынковать помидорчики, но у нее на тот момент была масса других дел, и на помощь мне пришел мамин внук, сын сестры, которому на то время было 6 лет. Он с удовольствием пропосынковал низкорослые томаты вместе со мной на маминой грядке и остался очень доволен полученными навыками. Спустя некоторое время, когда я уже уехала, мама мне позвонила и начала по-хорошему возмущаться. Мол, последствия посынкования таковы, что она собирает урожай помидоров ведрами, чего раньше никогда не было, и ей уже просто некуда девать эти настойчивые в своем плодоношении томаты. Вернемся, как говорят, к нашим баранам, то есть к вопросу посынкования низкорослых помидоров. Поскольку на каждом стебле такой помидор плодоносит всего один раз, большой куст можно собрать благодаря формированию куста из большого количества стеблей. Если почва плодородна и томаты растут хорошо развита зеленая масса, стебли толстые, а листья зеленые, можно оставить на кусте низкорослого томата не только 3, как советуют многие огородники, но и 4, и 5 стеблей. Но обычно те, кто с опытом, отдают предпочтение всего 3 стеблям. Из-за того, что при большом количестве стеблей мельчают плоды, ведь корню приходится все это кормить, а его возможности, как вы понимаете, не безграничны. Какова главная цель посынкования низкорослых томатов? Думаю, вы со мной согласны – получить большой и качественный урожай. А для этого надо по возможности сократить зеленую массу без вреда для растения. Но я при посынковании преследую еще одну важную цель – сохранить куст томатов здоровым, уберечь его от грибковых болезней и обеспечить равномерное созревание плодов, чтобы они были крупными, сладкими и сочными. Вот главные правила посынкования низкорослых томатов, которых я всегда придерживаюсь. Первое. Удалить нижние листья с куста томатов, чтобы растение хорошо проветривалось, не было загущено, листья не соприкасались с грунтом. Это чревато грибковыми инфекциями. И чтобы не было конденсата на нижних листьях от разницы температур воздуха и грунта, то есть так называемой точки росы, именно на листьях. Второе правило. Удалить пасынок из корня. Корневые пасынки на низкорослых томатах формируют как бы совершенно отдельные кусты на одном и том же корне, что значительно ослабляет растение. Третье правило. Удалить пасынок из пазух первых нижних листьев. Он собирает питательные вещества, предназначающиеся для налива плодов в соцветии, которые завязываются на этом же стебле. Если не удалите, помидорчики, которые завязались, будут мелкие и созревать будут дольше, потому что часть питания у них отнял растущий на первом этаже стебля пасынок. Какие пасынки оставлять у детерминантных или низкорослых томатов? Если кусты томатов крепкие, растут достаточно активно, оставляйте те пасынки, которые чуть ниже первой кисти, а также те, которые вы по какой-то причине прозевали, и у них появились соцветия. Мы же стремимся к хорошему урожаю, не так ли? Значит, соцветия надо сохранить.
Формируется таким образом куст томата, который состоит из 3 или 4 стеблей, каждый из которых имеет по одному пасынку чуть ниже первого соцветия или первой кисти помидора. В общем, после того, как вы пропасынкуете низкорослые томаты, куст будет заточен на завязывание и урожай примерно 6 кистей. У низкорослых томатов, в отличие от высокорослых, все пасынки, которые выше соцветий, обычно удаляют. Иначе они засохнут сами, так и не дав урожай. Почему на низкорослых томатах именно такой принцип подсынкования? Потому что у низких помидоров отсутствуют новые точки роста выше соцветий и завязей. Проще говоря, после завязывания плодов на стебле куст начинает усыхать. Он уже выполнил свою миссию, ведь низкорослые томаты плодоносят всего один раз. Корень не будет качать питательные вещества вверх, а на пасынках, которые немного ниже первой кисти, плоды соберут остатки питательных соков угасающего в росте куста. По окончании пасынкования осталось лишь подвязать и подкрутить стебли помидоров, чтобы куст держал форму и не разваливался, а листья не соприкасались с почвой. После пасынкования фактически на каждом первоначальном стебле будут плодоносить 2-3 кисти. Когда надо пасынковать помидоры? Начинайте пасынковать по мере роста растения, примерно через 2 недели после высадки рассады в грунт. Повторяйте эту процедуру регулярно, каждые 10-14 дней, чтобы питательные вещества не тратились на рост ненужных боковых побегов. Кроме увеличения урожая, пасынкование защищает кусты томатов от грибковых заболеваний. Мы таким образом предотвращаем соприкасание листьев с землей, где во влажной среде вовсю растет разная микрофлора. Кусты пропасынкованных томатов лучше проветриваются, плоды и само растение получают больше солнечного света, ведь посадки томатов не загущены, а это значит, что завязывание будет проходить активнее, полнее. Плоды будут сладкими и крупными, насколько это позволяет сорт, который вы выращиваете. Если есть возможность, сделайте подвязку всех стеблей низкорослого томата, чтобы куст был компактным и держал вертикальную форму. Но у меня на это, честно говоря, иногда просто не хватает времени. Я обхожусь малым. Просто мульчирую низкорослые помидоры после пасынкования и окучивания кустов, скошенной газонной травой или обыкновенной соломой. Хорошего урожая! И не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и поделиться этим видео в соцсетях. Может, кому-то в этот момент тоже очень важно знать, нужно ли обрезать низкорослые помидоры, какой пасынок оставлять и как формировать кусты детерминантных томатов в открытом грунте или в теплице. Спасибо за просмотр. Скоро увидимся.